Всем привет! Сегодня я расскажу, как выровнять неровные полы с помощью саморезов, которые можно использовать в качестве маяков. Площадь пола второго этажа у меня было примерно 53 квадратных метра. Черновые полы укладывались на втором этаже в спешке. Доска была дюймовка, и осталась она еще от опалубки. Поэтому легла она криво, плюс потом подсохла. Рецепт я посмотрел у Александра Лопатина в инстаграме. Перепад высот у меня между комнатами получился примерно 2,5-3 сантиметра. На существующих полах находим сначала самую высокую точку. Потом ставим уровень лазерный. Делаем отметку, прочерчивая ее вот здесь. Видно, что она прочерчена. Эта отметка должна быть в каждой комнате, и это нужно сделать в самом начале. У меня уровень высокий, поэтому бита понадобилась длиной 155 мм. Идея очень проста. Черная отметка на бите должна совпадать с лазером. То есть мы саморез закручиваем именно вот в такой уровень, чтобы черная отметка совпала с лазером. Отметка лазера видна на черной отметке на бите. Включаем уровень и начинаем крутить саморезы. Длину саморезов нужно подобрать такую, чтобы саморез как минимум на 2-3 см уходил в черновую доску. Шаг между саморезами примерно 15 см. Рядом со стеной кручу 2 самореза, чтобы там не было прогибания. Поле из саморезов нужно делать в каждой комнате. Когда так называемая плоскость сформирована из саморезов, то есть во всех комнатах саморезы выставлены в один уровень, можно начинать крепить фанеру. Я сделал 2 слоя. Один слой это фанера толщиной 10 мм, второй слой фанера толщиной 8 мм. Первый слой он дает жесткость, а второй слой десяткой делать это излишне. Можно даже шестерку взять, кто там совсем экономит. Но восьмерки будет более чем достаточно, и полы не будут прыгать. Для дополнительной звукоизоляции и плотного примыкания фанеры я использую монтажную пену. Для лучшего и быстрого ее затвердевания поверхности брызгаю водой. Ну и раскладываю фанеру на свои места. Лист фанеры 1,5 на 1,5 я креплю 13 саморезами. То есть получается лист вот такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Когда лист закреплен, нужно по нему походить. То есть послушать, где какие скрипы, чтобы ничего не было. Если где-то есть какой-то небольшой сверчок, нужно там крутить еще саморезы, закрепляя вот эту поверхность. Этот сверчок потом выест всю голову, весь мозг. Поэтому саморезов не нужно жалеть и крутить там, где есть небольшие блуждания фанеры и есть какие-то звуки. Не экономьте на своих нервах. Листы первого и второго слоев фанеры нужно крепить обязательно в разбежку. То есть, если лист первого слоя лежит примерно так, то второй должен лечь примерно вот так, чтобы он не заходил на края. Соответственно, первый слой так, второй слой примерно вот так. Чтобы исключить шатание между листами первого слоя, а оно 100% будет.
А вот такая вот схема позволит его избежать полностью. Для того, чтобы уложить двумя слоями, то есть вы выставите уровни плоскости и заложить двумя слоями фанеру, прикрутить ее, мне потребовалось примерно 56 человека-часов. То есть это, если на трудодни рассчитывать, то примерно 7 дней. Но я работал неспешно, меня никто не гнал, все было так в кайф. Значит, но саморезов килограмм 10, 54-х и 61-х понадобилось для этой работы. Монтажной пены уходит примерно один баллон на 2 листа, 2,5. Дорог или недорог такой способ, каждый решит для себя сам. В чем я сомневался, так это в несущей способности саморезов как основания для фанеры. Но мои сомнения были напрасны. Значит, пол очень крепко стоит, ничего нигде не играет. Получилось все практически идеально ровно. Мне очень нравится. Я думаю, что понравится и моим родным, которые скоро сюда приедут. Александру Лопатину огромное спасибо за то, что поделился идеей. Ну, а я ее там под себя немножко подработал, переработал. Всем пока.